Что делать с гнилыми яблоками? Земля под деревьями просто усыпана падалицей. Этот резкий, кислый запах в воздухе, тучи ос. Так и хочется все это сгрести в мешки и выбросить куда-нибудь подальше с глаз долой. Но давайте не будем торопиться. Досмотрев это видео до самого конца, можно извлечь просто невероятную пользу. А именно, получить абсолютно здоровый сад без инфекций и шикарное органическое удобрение. И что самое приятное, все это совершенно бесплатно. Наш план на сегодня. Что дает этот подход? Главное правило сортировки, 2 частых мифа, 5 способов применения, 3 опасные ошибки и, наконец, секреты богатого урожая. Самый первый и абсолютно обязательный шаг – это всегда сортировка. Ведь только оценив качество плодов, можно выбрать правильный метод их применения. Всю падалицу условно делим на 3 группы. Первая – это здоровые, просто битые плоды. Вторая – червивые яблоки. И третья группа – гнилые и больные. И тут нужно быть предельно осторожными. Именно больные плоды требуют строжайшей санитарной обработки. Их точно нельзя просто так взять и спрятать в грядке. 2 мифа о гнилых яблоках. Развеиваем частые страхи. Существует очень популярный миф, будто яблоки сильно закисляют почву. Звучит логично, они ведь кислые, верно? Но на деле все совсем иначе. Те слабые органические кислоты, что в них содержатся, почвенные микробы и бактерии съедают буквально за пару дней. Кислоты полностью распадаются на обычную воду и безопасный углекислый газ. Так что никакого закисления нет, это чистая физика и биология. А вот и второй миф. Гниль заражает компост. Многие до ужаса боятся, что болезни вроде парши уничтожат весь будущий урожай. Но секрет в том, что правильно сделанный горячий компост полностью решает эту проблему. Внутри такой кучи температура взлетает до 60 градусов. Патогены просто не выживают. Зато там прекрасно себя чувствует полезная микрофлора, например, грибок триходерма, который буквально поедает все болезни. 5 способов применения опавших яблок. Здесь все четко и просто. В грядке для отличного питания почвы, но закапывать нужно глубоко. В компост для мощного удобрения обязательно в горячем режиме. Жидкая брашка – это чистый калий, льем строго под корень. Теплая грядка работает как источник тепла, собирается слоями. А мульча отлично подходит для ягод, но ее нужно обязательно укрывать землей. Давайте остановимся на компосте чуть подробнее. Тут критически важно укладывать все слоями. Ни в коем случае нельзя сыпать одни только яблоки. Их обязательно нужно чередовать с сухой органикой, например, соломой, опавшими листьями или травой. Только тогда куча загорится, станет по-настоящему горячей и абсолютно безопасной. А вот как создается теплая грядка. Шаг 1. На дно траншеи укладываем ветки для дренажа. 2 шаг. Засыпаем толстый слой яблок. 3. Добавляем ботву, сухие листья и траву. И 4. Присыпаем все это обычной землей. Такая конструкция будет работать как мощная подземная батарея, согревая корни снизу целых 3 года. Жидкая брашка – это просто шикарный, моментальный и бесплатный источник ионов калия. Заливаем яблоки водой и оставляем бродить примерно на неделю. Но, внимание, есть одно строгое правило. Поливать таким настоем можно исключительно под корень, иначе есть огромный риск обжечь листья и мгновенно привлечь тлю на участок. Что касается мульчирования яблоками. Это великолепное решение для ягодных кустов той же малины. Но важно запомнить важнейшее условие. Такую мульчу категорически запрещено сыпать под сами яблони. Раздел 4. 3 опасные ошибки садоводов. Чего следует избегать? Самая грубая и опасная ошибка – это просто оставлять гнилые яблоки валяться под деревом. Поверьте, это настоящий инкубатор для плодовой гнили. Миллионы спор спокойно перезимуют в почве, а весной с малейшим ветерком снова поднимутся на ветки. Падалицу нужно убирать регулярно и уносить как можно дальше от самого дерева. Выбрасывать и сжигать плоды – это тоже огромнейшее упущение. Подумайте сами, сжигание дает от силы 10% пользы в виде горстки золы, а весь драгоценный углерод и азот просто улетает в воздух, в то время как правильное компостирование сохраняет абсолютно все 100% питательных веществ.